Разница между одиноким и единственным родителем для пособий на детей от 8 до 17 лет. Со второго полугодия 2021 года в России появилась новая мера поддержки для семей с детьми. Дети в возрасте от 8 до 17 лет, которые воспитываются единственным родителем, могут претендовать на ежемесячную выплату. При этом не следует путать понятия «единственный» и «одинокий родитель». В чем отличие и кому именно положено новое пособие? Условия получения пособия на детей от 8 до 17 лет. С 1 июля 2021 года у российских семей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет появилось право на получение нового ежемесячного пособия, закон от 26 мая 2021 года номер 151 ФЗ. Порядок назначения выплаты утвержден постановлением правительства РФ от 28 июня 2021 года номер 1037. Выплата положена единственному родителю либо родителю или законному представителю ребенка при наличии решения суда об уплате алиментов. При отсутствии обоих родителей получить выплату может опекун или попечитель. Назначается пособие при совпадении следующих условий. 1. Родитель постоянно проживает на территории РФ. 2. Второй родитель ребенка – один вариант из списка. Обязан платить алименты по решению суда. Не вписан в свидетельстве о рождении вовсе прочерк. Вписан со слов матери. Умер либо признан судом безвестно отсутствующим или умершим, либо оба родителя признаны таковыми. 3. Среднедушевой доход членов семьи заявителя не более одного регионального прожиточного минимума взрослого. 4. Имущество семьи не превышает установленные лимиты, в собственности не более одной квартиры, не более 2 подержанных машин или 1 новая. 5. Совершеннолетние члены семьи имеют официальный доход или уважительную причину для его отсутствия. Подать заявление на получение пособия можно онлайн на портале Госуслуги, лично при обращении в ПФР. Обратите внимание, МФЦ не принимает заявление на назначение данного вида пособия. В чем отличие одинокого от единственного родителя? Исходя из условий назначения выплаты, понятно, что положена она неполным семьям, имеющим детей соответствующего возраста. При этом у граждан с момента введения новой выплаты возникло недопонимание. Какая же семья считается неполной? Может ли рассчитывать на пособие женщина с детьми в разводе? Или только мать-одиночка? Или разведенная женщина с детьми, вышедшая замуж повторно? Минтруд разъяснил различия между понятиями «одинокий родитель» и «единственный родитель». Одинокий родитель – это любая ситуация, при которой ребенка воспитывает только один родитель. Единственный родитель – конкретная ситуация, связанная с тем, что второй родитель ребенка умер, не был вписан в свидетельство о рождении, вписан со слов матери, признан безвестно пропавшим или умершим. Следовательно, понятие «одинокий родитель» более обширное и включает обе категории. Единственный родитель – родитель, оставшийся с ребенком после развода. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Обратите внимание, родитель, оставшийся с детьми после развода, не является единственным родителем, но является одиноким. Этот нюанс влияет на получение ряда социальных выплат, в том числе и нового пособия на детей от 8 до 17 лет. Разведенные родители, несмотря на то, что не подходят под категорию единственных, тоже имеют возможность получить выплату. В данном случае все зависит от факта назначения алиментов. На практике, если супруги находятся в разводе, ситуация следующая. Не взысканы по суду алименты со второго родителя, пособие не положено. Есть договоренность об уплате алиментов, заключено нотариальное соглашение, пособие не положено. Есть решение суда о взыскании алиментов со второго родителя, пособие положено. Мать, единственный родитель, вышла замуж повторно, но новый супруг не усыновил ребенка, пособие положено. Несмотря на то, что присутствует некоторый элемент несправедливости, те, кто не получает алименты, не получают и поддержку от государства, правила назначения приняты именно в такой редакции. Возможно, подобное условие подтолкнет матерей с детьми, не подающих на алименты, на то, чтобы получить решение суда по этому вопросу. Сам факт уплаты алиментов вторым родителям или уклонения от этой обязанности не влияет на назначение пособия. Главное, чтобы имелось судебное решение и выполнялись условия касательно лимита по доходу и наличию имущества. Данная выплата позволит улучшить материальное положение неполных семей, нуждающихся в дополнительной финансовой поддержке. Те же бывшие супруги, кто заключил алиментное соглашение, могут пересмотреть свои договоренности, если посчитают получение пособия более привлекательным для себя. Заключение.
Для получения пособия на детей от 8 до 17 лет заявление должен подать единственный родитель либо родитель, с которым проживает ребенок после развода. При этом у последнего должно быть решение суда о взыскании алиментов со второго родителя. Помимо этого необходимо соответствовать имущественным критериям для назначения пособия.